Всем привет, ребята! Рад видеть вас на канале. Сегодня у нас тема, которая возвращается каждый месяц и неизменно вызывает споры, азарт и стратегические мышления – хижина Мии. Что взять, стоит ли вкладываться? Уверен, у каждого из вас есть свое мнение. И сегодня мы все обсудим прямо сейчас. Если ты хочешь максимум пользы от события, не слить ресурсы зря и понять, как действовать дальше, ты по адресу. Напоминаю про розыгрыш. Так как аудитория стремительно растет, я запускаю двойной розыгрыш, чтобы ты не только мог смотреть, но выигрывать реальную игровую выгоду. На YouTube, как только мы с вами сделаем 2500 подписчиков, я разыграю 5 сертификатов, каждый на 499 игровых звезд. Это универсальная награда, пригодится и на прокрутку, и на ускорение, и на другие плюшки. В Телеграме запускаем еще один розыгрыш. Как только канал наберет 1500 подписчиков, там будет еще 3 сертификата по 499 звезд. Ссылку на телегу я оставлю в описании. Если ты еще не там, сейчас самое время вступить. И по нашей новой традиции, если это видео наберет 200 лайков, я выпущу расширенное продолжение, а какое именно вы узнаете в этом ролике. Так что жми лайк, если хочешь больше годного контента, и давай сделаем это вместе. Спасибо за твое время, за участие и за поддержку. А теперь погнали к делу. Посмотрим, как обстоят дела в хижине Мии на этот раз. Первое, что вы должны знать, данное мероприятие проходит один раз в месяц, и проходит оно в течение 2 дней. Суть данного мероприятия заключается в следующем. Выбрать одну из желаемых наград, и с определенным процентным шансом у вас есть возможность ее получить. Про шансовые показатели мы с вами поговорим немного позже. До эры Кристалла Огня, которая наступает на 60-й день игры, у вас будут следующие награды. Ускорение на стройку 40 часов, ускорение на исследование 40 часов, ускорение на обучение войск 40 часов и камни эссенции в количестве 12 штук. После появления эры Кристалла Огня у вас на сервере награды видоизменятся. У вас будет возможность получить следующие награды. Первое – это у нас Кристаллы Огня. Второе – это камни эссенции. Общее ускорение и алмазы. Вы должны понимать, что количественный показатель наград у вас может отличаться. Это все зависит от поколения, в котором вы сейчас находитесь. Так что не удивляйтесь, если вы сейчас видите на экране награды, которые отличаются от ваших, так как все зависит от поколения, в котором вы играете. И вы прекрасно понимаете, что чем дольше вы играете, тем больше количественные показатели. Теперь давайте разбираться, как работает данное мероприятие и что вам необходимо знать. Ваша задача выбрать одну из 4 наград на выбор, и вам необходимо испытать вашу удачу. Вам будет предоставлено 10 сфер. Среди этих 10 сфер будет спрятана ваша награда, которую вы выбрали. А в 9 сферах будут спрятаны различные мелкие бонусы в виде ресурсов, которые вы сейчас видите на экране. Но ваша главная задача – это получить желаемую награду, которую вы выбираете в начале раунда. Помимо этого, в каждом из этапов у вас есть возможность получить множитель, который может увеличить вашу награду в несколько раз. Но вы должны понимать, что если он вам выпадает, то он сработает только в том случае, когда вы используете следующую попытку. Единственное исключение – это если вы, условно говоря, выбрали множитель x2, а затем в следующем ходе вам попался бонус x3. Данный множитель у вас не умножается, а складывается. По итогу у вас будет бонус складываться и будет множитель x5. Сброс в конце раунда также сбрасывает неиспользованные множители из предыдущего раунда. Следовательно, в следующий раунд они не переносятся. Касательно шансового показателя выпадения вашей награды, то вы можете его посмотреть в текущем меню. У нас есть 10 попыток на одной сессии, 9 рандомных и 1 желаемая награда. Касательно желаемой награды, то тут все понятно, и шанс ее выпадения всегда равен 1,79, чуть меньше, чем 2%. Давайте с вами разберемся в остальных наградах и как они выпадают. Мы с вами находимся в разделе «Вероятное содержимое» и видим с вами 6 разделов, которые называются «Призовой фонд». И в каждом из этих разделов есть свои награды и шанс выпадения. Таким образом, на одной сессии у нас появляются 3 награды из первого призового фонда, 2 награды из второго призового фонда и по одной награде из призовых фондов с 3 по 6. Что в сумме дает нам 9 рандомных наград. Касательно использования жетонов, то вы должны понимать, что первая сфера использует 1 жетон предсказаний, вторая сфера 2 жетона предсказаний, третья сфера 3 жетона предсказаний, четвертая 4 жетона, пятая 5 жетонов, шестая 8 жетонов, седьмая 12 жетонов, восьмая 15 жетонов, девятая 20 жетонов и десятая 25 жетонов предсказаний. Обязательно опирайтесь на это и смотрите в меню мероприятия при выборе награды. У вас оно появится чуть выше сфер. Таким образом, на полную сессию нам необходимо 95 жетонов удачи. В связи с этим игроки без доната редко когда могут получить несколько желаемых наград за один ивент. Максимум, что у них получается, это 1. В редких случаях 2. Следующее, что мы с вами обсудим, это валюту данного мероприятия, жетон предсказаний. Вы можете ее получить несколькими способами. Первый вариант – это выполнение ежедневных миссий.
Я вам ранее говорил, что данное мероприятие проходит в течение 2 дней, и данные жетоны вы можете получать в ежедневных миссиях. Вы можете их посмотреть в текущем меню и обязательно в этот день, да и в целом каждый день проходите ежедневные миссии. Но в период прохождения данного мероприятия вам будут падать ежедневно с данного меню 22 жетона предсказаний. На второй день мероприятия аналогично. И по итогу получается 44 жетона. Помимо этого, в текущем меню вы можете получить по одному жетону в день в период мероприятия. Кроме этого, после траты 20 жетонов вы получаете дополнительную награду в виде 5 жетонов. Таким образом, игроки без доната получают 51 жетон за одно мероприятие. И давайте теперь разбираться с этой шкалой, которую вы сейчас видите на экране. Она будет интересна для тех, кто донатит. За определенное количество потраченных жетонов предсказаний вы будете получать дополнительные награды. За 20 жетонов получаете дополнительно 5 жетонов и ускорение. За 100 жетонов вы получаете 12 жетонов и ускорение. За 250 жетонов вы получаете 3 ящика кристалла огня и ускорение. За 750 жетонов вы получаете 100 кристаллов огня и ускорение. Я обычно дохожу только до второго, максимум до третьего этапа. Конечно же, не забываем про донатный вариант, где вы можете получить данные жетоны. Вы должны понимать, что жетоны у вас не пропадают из рюкзака, как только данное мероприятие заканчивается. Так что вы их можете копить на следующую хижину Мии. Если вы хотите спросить меня, как я отношусь к донату в этом мероприятии, то, честно сказать, скептически. Мне крайне не нравятся ивенты на шанс. Я беру в данном меню только первый пакет и в очень редких случаях второй и третий. Делаю это в случае, если мне нужно большое количество кристаллов огня к мероприятию «Король ледяного поля», если именно в этой неделе я буду принимать участие. Кстати, о выборе наград в текущем мероприятии. До эры Кристалла огня я бы советовал вам брать ускорение на стройку, для того, чтобы максимально прокачать вашу топку до 30 уровня. А после старта эры Кристалла огня я бы советовал в приоритетность вам поставить Кристаллы огня, и вторая приоритетность это алмазы, для прокачки вашего уровня VIP, либо их использования в колесе фортуны. Что касается эссенции, я не вижу смысла брать ее. Это буквально один медведь для меня. А за общими ускорениями я явно не гонюсь в этом мероприятии. Теперь давайте с вами сыграем в данное мероприятие. Вы сейчас можете меня спросить, а есть ли какая-то тактика в этом ивенте? Скажу вам так. Лично я знаю только про две альтернативы в этом мероприятии. Первое – это стараться найти награду до победного. Не закрывать сессию до тех пор, пока мы не выберем награду. А вторая альтернатива – это смена сессии, если количество использованных купонов в текущем этапе составляет больше, чем 8. Вы же знаете, что есть платная функция сброса сессии, которой можно воспользоваться. В связи с этим я принял следующее решение. Просто вам снять, как я трачу 5 либо 15 долларов в этом мероприятии и закончить так ролик – это не про меня. Я всегда вам стараюсь импровизировать и показывать как можно больше вариаций в каждом из мероприятий. И хижина Мии не исключение. Я подготовил для вас 10 аккаунтов без доната, где мы сыграем данное мероприятие, чтобы каждый из вас, возможно, сделал для себя какие-то выводы и в будущем мог играть текущее мероприятие с какой-то новой тактикой. В этом ролике мы с вами будем использовать первую тактику – поиск наград до победного. Мы не будем менять этап до тех пор, пока не найдем выбранную для нас награду. И если этот ролик наберет 200 лайков, следующее мероприятие СМИ я вам сниму с другой тактикой. Это использование жетонов не более 8. И в случае невыпадения нужной награды мы будем обнулять этап. И если я увижу актив в виде лайков, то я вам обязательно во втором ролике после теста второго варианта приведу статистику. И мы с вами выберем оптимальный вариант для игроков без доната в этом мероприятии. Касательно моего прохождения данного мероприятия с донатом, моего основного аккаунта, то я вывожу прохождение в моем телеграм-канале под постом с этим роликом. Вы же знаете, мне не везет на ивентах при съемке в ютубе. И кто знает, возможно в телеграме мне повезет больше. А теперь давайте начнем. Перед тем, как начинать мероприятие, хочу вам дать совет. Начинайте проходить текущее мероприятие на второй день, когда соберете все жетоны предсказаний в количестве 46 штук. А если вы собираетесь донатить в это мероприятие, то изначально проходите этап, а затем уже делайте донатную покупку. Лично я стараюсь пройти 2 сессии, на этом и стараюсь остановиться. Но так как у меня остались жетоны с предыдущего мероприятия, то я постараюсь пройти 3 сессии. Но сегодня мы с вами рассмотрим варианты без доната. У меня есть 10 аккаунтов. 5 из них имеют только 46 купонов. Данное количество падает для игроков без доната в период одного мероприятия. На шестом аккаунте 47 купонов, на седьмом 65, на восьмом 76, на девятом 86 и на десятом 92 купона. Напоминаю, что жетоны предсказаний вы можете копить. И по этой именно причине они остались на моих фермах с предыдущих мероприятий. А теперь давайте начнем наш тест и желаю вам приятного просмотра.
Благодаря этому эксперименту с использованием первой тактики вы увидели, что даже играя без доната, получить одну награду вполне реально. У нас не было ни одного аккаунта, который остался без наград. Половина аккаунтов даже получила две награды. Но обратите внимание, что и велик шанс выпадения на шестой попытке. А теперь, ребята, к вам просьба. Прожмите лайк этому видео, если вы еще этого не сделали. И как только наберем 200 лайков, по такому же формату мы с вами используем вторую тактику. С использованием не более 8 жетонов. И в случае невыпадения нужной награды мы будем обнулять этап. Вот и все на сегодня, ребята. Если досмотрел до этого момента, респект тебе. Надеюсь, ролик был полезным и дал пищу для размышлений. Напоминаю, на канале совсем скоро проведем розыгрыш на 2500 подписчиков, а именно мы раздадим 5 сертификатов по 499 звезд. А в Телеграме мы устроим дополнительный розыгрыш, как только там будет 1500 подписчиков. Ссылку, как всегда, оставлю в описании. Если хочешь поддержать канал, просто прожми лайк, напиши пару слов в комментариях и, конечно же, не забывай, что это все движется только благодаря вам. И удачи вам в хижине Мии. И пусть вам повезет с первого клика. Увидимся совсем скоро в новых роликах. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.